Таким образом, посадка воздушного судна... У меня быстрый вопрос для вас. Что объединяет Джорджа Паттона, Альберта Кессельринга и Бернарда Монтгомери? Помимо того, что они были офицерами во Второй мировой войне, все они страдали от облысения по мужскому типу. Как известно, те, кто не учится на истории, обречены повторять ее. Поэтому это видео спонсируется KIPS, сервисом, который упрощает лечение облысения для мужчин. С помощью круглосуточного доступа к лицензированному врачу, персонализированными планами лечения, одобренными FDA медикаментами и множеством положительных отзывов, KIPS – логичный выбор для сохранения своей линии волос даже в самых стрессовых кампаниях. Если вы готовы действовать и предотвратить выпадение волос, зайдите на kips.com Armchair Historian или нажмите на ссылку в описании ниже, чтобы получить скидку 50% на первый заказ. keeps.com/armchairhistorian. Высадка в день Д не застала немцев врасплох. Напротив, высшие эшелоны немецкого командования были хорошо осведомлены о том, что вторжение неизбежно, и о наименьшей возможной угрозе. Фюрер был уверен, что Атлантический вал, простирающийся от границы Испании до Норвегии, не только отразит любую высадку союзников, но и нанесет такие потери британским и американским войскам, что западные союзники потеряют возможность продолжать войну. Фриц Байерлайн, старший помощник Эрвина Роммеля в Африке, а позже командир танковой дивизии в Нормандии, считал провал в Депе неопровержимым доказательством того, что союзники не могут провести десантную операцию. Однако серия успешных десантных операций союзников в Италии заставила даже Гитлера задуматься, и он поручил Роммелю укрепить оборону вдоль Ла-Манша. Задача Роммеля была неизбежной. Бетон был в дефиците, так как львиная доля запасов Германии шла на строительство укрепленных укрытий для подводных лодок по прямому приказу Гитлера. С французами и итальянцами улучшили оборонные сооружения. Французские танки послужили основой для импровизированных укреплений Тобруков, созданных итальянскими солдатами в Северной Африке. Танковые башни превратили в закопанные цементные трубы огневые точки. Роммель придумал Роммель-Спаргель – сети из проволоки, размещенные по полям для уничтожения планеров. Также были созданы обширные минные поля. Вместе с противокорабельными минами на наклонных столбах на пляжах в песке. Но статическая оборона была лишь частью стратегии Роммеля. Гитлер и Верховное командование были убеждены, что союзники высадятся в легкодоступном Па-де-Кале. Агенты подтверждали это громко и часто, попадаясь на уловку союзников операцию «Фортьют». Роммель со своей стороны начал склоняться к мнению, что союзники высадятся в Нормандии. Пляжи были похожи на итальянское побережье, и союзники хотели бы максимизировать свои шансы на успех, нанося удар на знакомой местности. Независимо от того, где высадятся союзники, Роммель утверждал, что единственный способ отбить их – это оборонительные действия на пляжах, встречая союзников при высадке и не давая им возможности захватить даже сантиметр земли. Учитывая качество войск, защищавших Нормандию, это было гораздо легче спланировать, чем выполнить. За Нормандию отвечала 7-я армия, подразделения которой в этом районе, мягко говоря, были разного качества. СС набирали новичков, вербовав парашютистов или танкистов, оставляя непригодных или ничем не примечательных. Среди защитников Нормандии были некругосуточные батальоны «Ухо» и «Желудок», в которых служили раненые в бою с животными травмами и солдаты с потерей слуха. Также в составе осаждаемых войск были иностранные отряды из завоеванных земель, в которых воевали советские военнопленные. Большая часть оказалась неэффективной, несколько дезертировали, чтобы присоединиться к сопротивлению или сдаться союзникам.
Некоторые солдаты могли страдать от эндемического фатализма, например, капитан Эберхард Вегеман из 21-го танковой дивизии, который заявил: «Нам было ясно, что наши люди и танки были недостаточно хороши, или они почти фанатично готовы сражаться с врагами». В таком духе обычно действовали юные воины СС. Когда 5 июня перешло в 6, Кригсмарине отозвали патрули из Ла-Манша. Немецкие метеорологи объявили погоду неподходящей для вторжения до 10 июня. Научно говоря, не было никакой возможности высадки. Роммель воспринял эти заверения как возможность уйти в отпуск, вернувшись в Германию, чтобы отпраздновать день рождения жены и организовать аудиенцию у Гитлера с просьбой о дополнительных танках вдоль стены. Фридрих Дольман, командующий 7-й армией, приказал провести учения для своих офицеров 6 июня. Вечер обещал быть спокойным, и немцы начали готовиться к обычному распорядку следующего дня, пока не начали падать бомбы союзников. Это само по себе не было необычным, так как союзники уже некоторое время проводили почти непрерывные налеты на немцев. Но этот рейд был прелюдией к операции «Оверлорд». Пока часовые боролись со сном, планеры начали тихо приземляться. Пока офицеры ложились спать, парашютисты начали спускаться на землю. Немецкие командиры, окруженные врагами, с нетерпением ждали помощи от начальников и активно собирали отряды сопротивления. Лейтенант-генерал Йозеф Райхерт, командующий 711-й пехотной дивизией, вспоминал ночь пьянства в офицерской столовой, закончившуюся боем. Пьяный офицер с пистолетом в руке вывалился в ночь, чтобы обнаружить, что британские парашютисты обрушиваются на командный пост 711-й дивизии. Райхерт и его люди смогли отбить атаку, и все еще пьяный генерал отчаянно звонил своим начальникам, чтобы объявить о начале вторжения союзников. В зонах высадки американцев погиб Вильгельм Фалле, командующий 91-й дивизией Люфтганзы. Убит 82-й воздушно-десантной дивизией возле Сомет-Иглес. Другие немцы менее склонны к бою. Рейнер Хартмец служил недалеко от Нормандии, поспешил к своему командному посту, чтобы найти своих офицеров в боевом шоке. Двое мужчин были просто в кататоническом состоянии, в то время как командир роты Рейнера валялся пьяным в окопе. Каждый раз, когда связной приносил новости с передовой, командир лениво угрожал казнить любого, кто вернется на место действия. Когда рассвет начал освещать побережье Нормандии, немцы были шокированы, увидев, как к ним приближается союзная армада. Не имея морских сил для противодействия, десантные суда союзников и их эскорт заняли свои позиции в Ла-Манше. И именно тогда начали падать снаряды. Открывающий обстрел пляжа Амаха застал немецкие береговые батареи в разгар подготовки к артиллерийским учениям, превратив утро, которое должно было быть тренировкой в Атлантике, в борьбу за выживание. Выдерживала этот обстрел 716-я статическая пехотная дивизия, подразделение, известное своим низким качеством. Состоящая из дряхлых или юных призывников и плохо мотивированных острупен, дивизия была лишена обычного распределения артиллерии и тяжелой техники, которыми пользовались их коллеги в армии, полагаясь на смесь немецкого вооружения и иностранных тяжелых орудий. Но 716-я была не одна на Амахе, так как другие районы защищала гораздо более мощная 352-я пехотная дивизия. Когда бой начался на пляже и американские военнослужащие бросились в укрытие, пулеметчик Генрих Цибилов из 352-й мог видеть водяные всплески, где попадали мои пулеметные очереди. И когда маленькие фонтаны приближались к американским солдатам, они бросались на землю. Они лежали в мелкой воде, пытаясь достичь передних препятствий на пляже в поисках укрытия. Я сделал еще несколько выстрелов в темную пену. Зибелоу-старший, лейтенант Фреркинг, жалел американцев, хотя вызывал удары артиллерии по барахтающейся пехоте.
По всему пляжу Зибелоу мог видеть раненых, передвигающихся по окровавленной водянистой слизи, в основном ползком, пытающихся добраться до верхней части пляжа и найти укрытие за гальковым валом. По одному они время от времени перебегали, пригибаясь. В течение дня Зибелоу и его тяжелое оружие сделали Омаху наиболее смертоносным местом в день Д. «716-я дивизия на пляже Меча была жалким зрелищем. Перегруженные немцы испытывали серьезную нехватку воздушной поддержки или завершенных укреплений и полностью провалили координацию с береговой артиллерией в своем секторе. Этот район был полон дач и поселений, не развит в значительной степени, кроме некоторых укреплений в песчаных дюнах и пляжных препятствий. Индивидуальные солдаты были также низкого уровня, и лейтенант Карл Хайда жаловался на состояние офицеров его дивизии. Многие были ранены и из-за этого стали неприятными или социально неуклюжими. Часть из них иногда напивалась. Лейтенант Шааф отметил, что солдаты были перегружены и плохо мотивированы. Они стали заняты установкой проволоки и посадкой спаржи Роммеля, и у них мало времени для тренировок. Регулярно демонстрировалось отсутствие заботы немцев и острупянов, защищавших пляж Меч. Товарищи по орудиям не очень следили за чистотой своих орудий. Меч оказался относительно гладкой высадкой, когда немцы уступили пляж британским силам с минимальными потерями. Их отношение изменилось бы, когда они встретили более профессиональных солдат 21-й танковой дивизии, начинающей двухстороннюю контратаку на восток и запад от Сворда. Майор Ханс фон Люк, командующий восточным наступлением, пытался возглавить 2-й батальон 21-й дивизии против окопавшихся британских парашютистов, но союзники остановили его авиацией и морским огнем. Немецкая оборона на пляже Юта сорвалась из-за воздушных операций. Перерезанные телефонные линии парализовали контакты, а разбросанные зоны высадки затруднили организацию защиты. Юта и ее окрестности защищались в основном 709-й пехотной дивизией, состоящей из пожилых немцев и вездесущих острупенов, вооруженных странной смесью оружия. В их складах было оружие из разных стран – Франции, Германии, Польши, даже России, но было хорошее руководство. Лейтенант-генерал Карл Вильгельм граф фон Шлибен, общий командующий 709-го, приказал организовать контратаку в ответ на воздушный десант, направив 100-й танковый батальон навстречу 82-й воздушно-десантной дивизии в Сент-Миригли и на их критически важный плацдарм через Мериде. 100-й батальон был отброшен 82-й дивизией в зрелищной манере, так как устаревшие французские танки, которые они использовали против американцев, были уничтожены базуками и гранатами Гаммона. У этого района были не только парашютисты 82-й дивизии. 6-й парашютный полк под командованием майора фон дер Хайде выдвинулся из Каринтии, чтобы усилить своих наземных коллег. Когда они подошли к зонам высадки американцев, немцы были поражены количеством оставленных парашютов. Ярды и ярды шелка усеивали поля Франции. Десантники продвигались к коммуне Сент-Ком-Дюмон, где Хайде поднялся на церковную колокольню и увидел бесконечную армаду в проливе. На самом пляже для немцев дела обстояли не лучше. Лейтенант Артур Янка командовал фортом В5, сетью бункеров и дзотов, встроенных в дюны над пляжами, который был практически уничтожен утренними бомбардировками. Янка вспоминал, как налеты разрушили его позицию. Лавины песка и бетона засыпали его людей заживо, заставляя их откапывать даже тогда, когда началась атака на пляже.
Увидев американские десантные суда, Янка приказал тем, кого смог собрать, зарыться в землю и отправил гонца к ближайшей артиллерийской батарее, чтобы обстрелять пляж. Гонец Янки был перехвачен американскими парашютистами. Янка и его люди могли сделать немного, когда высадка началась в Эрнсте. С мужчинами и плавающими танками, пробивающимися через прибой прямо к руинам У-5. Взрыв сбил Янку с ног, и когда его глаза пытались сфокусироваться, а звон в ушах утих, он посмотрел вверх через перекошенные очки и увидел американского пехотинца, стоящего над ним. Когда бои в Нормандии усилились, а сообщения о парашютистах и союзном флоте заполнили Верховное командование, Генеральный штаб подумал, это все сложная уловка. Генеральный штаб передал эту мысль, пока Гитлер спал. Когда все больше и больше союзных войск и тяжелой техники начали высаживаться на пляже, Гитлер, наконец, встал с постели и узнал о вторжении во Францию. Фюрер не мог быть счастливее. Гитлер снова заявил, что Атлантический вал отбросит союзников, и с нетерпением ждал, чтобы после неизбежного провала высадки в Нормандии обрушить бомбы Фау-1 на Лондон. Западные армии будут стерты в пески Франции, а море его ненавистных британских врагов будет разнесено в клочья превосходным немецким оружием. Но по мере того, как день тянулся, а союзники начали продвигаться вперед, командиры на передовой завалили Верховное командование просьбами о поддержке, просьбами сделать что-то, чтобы предотвратить захват их позиций. Маяки Нормандии были зажжены, но Верховное командование не ответило на призыв о помощи. Гитлер, единственный человек на земле, который мог выпустить панцеры, продолжал настаивать на том, что союзников можно и нужно отбросить обратно на берег. Это мышление сумело проникнуть в некоторых защитников на Золотом пляже. В Мари-Фонтен, близ пляжа, Фридрих Вурстер обслуживал 4 чешские пушки, взятые с батареи. Вурстер твердо соглашался со своим фюрером, что Атлантический вал неприступен, и придерживался этого мнения до тех пор, пока британцы не захватили наблюдательный пункт его командира у берега. Перед лицом превосходства союзников в людях и технике, Вурстер и его товарищи тихо сдались. Дальше за линией фронта немцы усердно пытались загнать французское гражданское население. Пропагандистские фургоны проезжали через Кан, приказывая населению оставаться в помещениях, пока немецкие власти начинали организовывать эвакуацию ключевых частей города. В штабе фон Рундштедта под Парижем телефоны звонили непрерывно, а телетайпы извергали, казалось бы, бесконечные сообщения. Бои на Голд-Бич начались серьезно, когда первые десантные суда опустили рампы. В то время, как металл коснулся воды, немецкие пулеметы и артиллерия открыли огонь по британским войскам, которые старались очистить пляж и захватить прибрежные дома, используемые немцами в обороне. Немцы оказали упорное сопротивление на Голд с участием 352-й пехотной дивизии, которая обстреливала британцев из укреплений на утесе Вамеле, включая разрушительные залпы из зенитной пушки номер 88. Британцам удалось выбить немцев из Амеля только с поддержкой танков, включая вооруженного минометом члена Фанни Хабарта. Элементы 12-й дивизии СС заметили флот вторжения, стоящий на якоре у пляжа Джуно, в ранние утренние часы. Лейтенант Петер Хансман из 12-й вспоминал, как его разбудил сержант, тряся за плечи. «Господин лейтенант, вторжение началось». Хансман поспешил к точке обзора возле пляжа Голд. Смотря в бинокль, я распознал отдельные очертания кораблей. С нерегулярными интервалами вспышки корабельной артиллерии появлялись из разных мест. Быстрые катера с высокими, белыми, пенистыми волнами на носу выбрасывали круглые группы людей на пляж. Лейтенант насчитал более 400 кораблей в канале со своего места в первом ряду к концу Третьего рейха. Я хотел закричать на всех генералов, вплоть до Адольфа Гитлера, сюда быстро, пока не стало слишком поздно.
Кто еще может сражаться, приходите сюда. Самые быстрые, самые мощные дивизии. Отправьте их сюда. Люфтваффе, где оно? Криксмарине, где оно? Оно должно быть здесь. Гренадер Ханс Вайнер, который защищал позицию на Юна, названную ВН Дикститспяце, вспоминал, как наблюдал за первыми Томи, прыгающими в море, которое было довольно мелким. Пули попадали в них и их лодки с хорошим эффектом, и я был немного удивлен, видя, как они падают. Я не знаю почему. В конце концов, позицию Вайнера разрушили танки, высадившиеся с канадцами. Они продвинулись вглубь под стволами 88 мм пушек, готовых разорвать их на куски, как только они выйдут из прибоя. 88-миллиметровый наводчик Генрих Цебель жаловался на то, что не может видеть много танков из-за дыма и хаоса, хотя его пушка уничтожила по крайней мере 2 танка союзников, прежде чем их блокхаус 2 был взорван. Немцы создали гораздо более серьезное препятствие для своих врагов у замка Тайвил, примерно в 1 миле или 1,5 километрах от берега. Тайвил должен был стать отправной точкой для второй линии оборонительных сооружений, разработанных Роммелем до высадки союзников. Это надежно укрепленный пункт с полным комплексом связи и командования, а также подземными туннелями, соединяющими его с турелями Тобрука, вооруженными оружием. Защитники смогли сдерживать союзников до почти 6 часов вечера того дня. Их последнее сообщение перед захватом позиции гласило: «Рукопашный бой внутри командного пункта, окружены в тесной зоне, но все еще держимся. Хайль Гитлер». Вскоре после падения Тайвила канадцы начали продвигаться к аэродрому Люфтваффе в Копикетте, одной из их ключевых целей. Командир аэродрома приказал эвакуироваться, вызвав панику среди наземных экипажей. Немцы поспешно попытались уничтожить самолеты перед эвакуацией, но их поспешность оказалась роковой. Попытки разрушить аэродром оставили большую часть рулежной дорожки нетронутой. Взлетная полоса была повреждена, но еще способна использоваться. Запасы топлива на аэродроме удалось спасти. В этом случае поспешность привела к меньшим потерям,